Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте! В этом видео мы познакомимся с такими шипами от фирмы Dr. Neubauer, как Explosion. Ну, я думаю, наш обзор можно назвать по-чеховски толстый и тонкий, потому что обозревать мы эти накладки будем в максимальной, то есть 2.2, и в минимальной 1.2 версии. Explosion, как известно, с английского переводится как взрыв. Но смогли ли мы понять, почему взрыв? Ну, естественно, мы это все проверим в различных элементах и тестах. Я отмечу, что эти шипы нельзя назвать короткими, я бы назвал их средними, вот с небольшими насечками. Красные у нас будут в толщине 1.2 и, поиграв, в целом довольно комфортно ими играть. И, кажется, 1.2 они должны быть простыми, а они оказались не такие уж простые. Я буду в основном играть с ними справа, естественно, и слева мы попробуем. Черные же будут 2.2, вот, это такое мягенькие, в скорость, то есть можно и переводить, и где-то надавливать такого плана. А вот зачем вообще Neubauer создает столько разных разновидностей шипов? Уже и КО, и агрессор, и столько их, что не перечислить. Ты знаешь, Сергей, я отвечу на этот вопрос таким образом. Изобретения идут в каком направлении? Обычно, когда создаешь какие-нибудь шипы с большим эффектом, то есть которые дают такой виляющий мяч, они требуют определенной техники и серьезной работы чтобы повысить контроль этой накладки. Все-таки углы гладких накладок однозначно считаются контрольнее, чем шипов. Но вот здесь Neubauer, именно в этих разработках новых и Explosion в том числе, он старается создать, что вы контролируете, а противнику летит, как ты любишь называть, гадость. Тестировать мы будем на основании доктора Neubauer High Cypress Carbon. Я считаю, это одно из самых лучших, наверное, оснований для шипов, и для плоской такой игры. Обязательно попробуйте, если будет у вас возможность. Ну а мы что, переходим на подрезки, Сергей? Да, начнем. Поехали. Итак, подрезки. Безусловно, так как шипы не имеют такого сильного сцепа, в основном летит плоский мяч. И, конечно же, я бы на месте тех, кто играет этими шипами, вообще бы отказался от подрезки. Просто толкай вперед мяч, и эпизодически показываю подрезку, там все равно летит такой плоский подпрыгивающий мяч. Подрезать, безусловно, 1.2 комфортнее, потому что она тонкая, и контрольная накладка. 2.2 зато можно добавить, если так сказать, чуть больше низа. То есть он такой, Сергей, как ты? Да, летит довольно неприятный такой плоский мяч, и я думаю, что есть разные варианты в игре на счет, например, выхода из короткой игры, разными тычками, такими боковыми вещами, очень будет неприятно. Лифтинг, такое слово есть. Да, лифтинг. Очень неприятный будет мяч для соперника, я думаю, в этом есть перспектива определенная. Чтобы он сделал слабый топс, и пошло уже переводы это. Что будет дальше, как раз накаты. Соперник допустим, сделал какой-то плоский и вы переходите на накаты. Сейчас мы посмотрим накаты справа, слева.
Какие у вас ощущения от наката? Ну что, есть такое выражение, знаете, в смешанных единоборствах — ударная техника. Вот здесь эти шипы, это все перед собой, все вперед, надо каждый раз подбивать мяч. И в целом, довольно комфортно было. Открываю ракетку справа, провожу именно перед собой, не надо вверх, там, вот тут закрывать, все проводить. И мяч летит на стол по такой еще низкой траектории. Что там, Сергей? Ну, если вам было комфортно, мне было дискомфортно. Потому что играть очень сложно, приходится каждый раз смотреть, что там летит, подбивать немножко снизу, чтобы он перелетел на ту половину, или подкручивать. Ну, у меня только один вопрос возникает. Как вы находите себе людей, которые с вами разминаются перед соревнованием? Я участвовал, кстати, на соревнованиях и согласился один, назовем так, Ну, это просто безумец. да, боец размяться со мной. Вот. И он, кстати, прошел очень далеко, наверное, самое успешное соревнование в его жизни. Так что, потому что высокая концентрация, надо все время смотреть. Вот. Ну, что можно сказать? Если соперник играет накатами, наверное, у него нет шансов. Потому что, когда я накатываю, летит практически подрезка. И надо открывать ракетку, и хорошо чувствовать угол, или вращать с этих мячей. Ну да. Вот. О вращении. Сейчас давайте посмотрим блоки. Да. Сергей, как блоки? Справа, слева, что там? Да. Поскольку возвращается вращение, которое я создаю, очень неприятное. Частично возвращается еще, да. Частично возвращается иногда. И очень сложно тоже подстроиться. Тут еще и усугубляется. Если накат просто плоско отдаете, здесь вы придете, иногда дали немножко больше бока, оно вернулось, вы не понимаете, что с ним делать. Он еще и короткий, нужно подбежать его туда, подыграть. Проблемы создаются нешуточные. Я же отмечу толщину губок. То есть
вот блоковать и где-то надавливать все-таки, да и эффекты, наверное, больше идут от 1,2. Кажется, вроде бы более максимальной толщиной должно быть это, а как раз максимальной толщиной мяч летит, ну, тоже неприятно, но чуть проще. Вот слева мы играли, я играл черными, затем красными, все-таки, ну, красными имеется в виду 1,2, и как бы легче было создавать проблемы. Так что, вот видите, порой не надо гнаться за толщиной губки, как говорится. Ну, кстати, давай попробуем, Сергей, я просто побью вот мяч, вот, усиливаю справа, слева и посмотрим, реально ли вообще сильно ударить этими шипами. Интересно. Пробуем. Сильный удар, Сергей, ну, вообще как принять? То есть я видел, ну, летит, понятно, ну, быстрый такой плоскарь. Вот. Соответственно, варианты какие? Скорректироваться и резко подкрутить? Ну, конечно, нужно его подкручивать, потому что просто поставить ракетку, он попадет в сетку, это однозначно. Но сложно оценить этот удар, потому что часто я просто не касался мяча. Ну, помимо скорости, безусловно, тут можно где-то сыграть и на контроль. Все-таки мяч летит неприятный, его надо обработать. Ну, никак по-другому его не приятно, просто подставить. На самом деле, я думаю, такой удар – это уже конец розыгрыша. Ну, или захват полной инициативы. Да, Хорошо. Самое интересное, что порой можно нанести такой удар, соперник отбивает, потом укоротить под сетку, соперник подбежит и как раз может срезать вам под атаку. И что можно делать по подрезке этими шипами? Ну, вот это, кстати, интересный вопрос. Посмотрим. Итак, начало по подрезке, справа и слева. Пробуем. Начало по подрезке есть и довольно неприятное. Что вы думаете по этому поводу? Я скажу, что начало в толщине 1,2 это всегда плоское, то есть вот надо подбивать мяч. Обкрутить непросто, все-таки губка тонкая, и если вы сильно начнете играться углом, мяч может сорваться. Ну и если даже начнете там, ну, один раз можно удивить соперника, системно выигрывать топ-спинами этим шипом, ну, то есть не стоит.
А вот в толщине 2,2 здесь как раз у тебя есть два варианта. Можно действительно так начать скорость вращением и этим смутить соперника. Вот. А можно и плоско. И, соответственно, на видео я как раз и начинал. И сначала вращал, а затем подбивал мяч. Вообще, какая игровая стратегия? Вот мы разобрали элементы. Сергей, ты как думаешь вообще, как играть вот этими шипами? Ну, я думаю, это максимально быстрый захват инициативы в начале розыгрыша. И сразу же находить удары. И... Да. Давайте попробуем, выберем простой такой вариант. Я подаю длинную подачу налево, вот, вынуждая Сергея начать какую-то атаку, то ли плоско, то ли вращение. И попробую справа, а затем слева захватить инициативу. Ну и посмотрим, обсудим, Давай. что получилось. Игровая стратегия, построенная на простой, может и не совсем простой, длинной подачей налево, таким давлением на соперника. Во-первых, ее надо принять. Вот. Во-вторых, если слабо принял, можно сразу же, даже направо, да, ты принимал, я сразу захватывал инициативу, на реакцию бил, не просто принять мяч. Ты должен еще оценить, что он там скользящий, в какую точку, и тем более довольно быстро. Слева аналогично, надо подбивать, потому что если пассивно, это дать возможность сопернику добраться до сильного топ-спина. Если он будет делать на реакцию, это будет не очень комфортно. Как тебе вообще подачи вот шипами? Что Да, во-первых, хочу отметить подачи, очень неприятные, глубоко летят, такой очень быстро получается подача, если очень неудобно ее принимать. Ну и поэтому приходится его подыграть по высокой траектории, и тут уже вас ждет активное продолжение, скажем так. Да, причем со стола не надо отходить, сразу же надавливать. И летят разные мячи, в конце концов дождаться высокого и сразу забить. Хорошо, а на подачах соперника что? Мне интересно, что будет на подачах соперника? Какие возможности в приеме подач? Смотрим. Прием подачи. Интересный прием подач, такой плотная скидка, плоская с любых подач, только немножечко завышается подача и сразу же, такой как удар, можно сказать, атакующий. Очень неприятный.
Да, особенно если его там делать по всему столу. Ну и, конечно же, это надо тренировать, прием подач. Вот. Идея в чем стоит? Конечно, можно же и срезать, но если делать это системно, соперник все-таки с паузой забежит и доберется до сильных ударов. Поэтому надо держать его в напряжении. Вот. Кстати, получалось даже укоротить подач, просто подставить, шипы как бы гасили вращение подач, и были такой, получается, падал короткий плоский мяч, и в любом случае соперник отдаст плоское, вы сможете начать свою атаку. И нам пришла в голову идея, а давайте попробуем вообще укоротить топ-спин, можно ли это. Вот. Сергей будет вращать, я попробую укоротить его топ-спины справа-слева. Посмотрим, получится ли это эксплоушен. Да. Ну и перейдем к выводам. Давайте. По-моему, получалось, несмотря на то, что в плюс основание. Да, несмотря на то, что очень быстрое основание, действительно со стола, не знаю, в стиле большого тенниса, да, Роже Федерер и Надаль, такой стиль раз и действительно укорачиваете мяч под сетку. Ну, это, наверное, неожиданно, да, Сергей? Ты делаешь, ждешь, да. Ну, и ждешь там еле вылетающего, он прыгает там порой 2 раза на столе. Вот. Так что, если поставить, допустим, основание чуть-чуть помедленнее, то можно вообще в таком стиле играть. Длинно, потом раз укоротили. И вот это на движении соперника вперед-назад, вообще путать, довести его, не знаю, до чего. До взрыва. Вот. Ну что, переходим к выводу. Продолжается борьба шипов против гладких накладок, против борьбы против топ-спинов, да. И я думаю, знаешь, есть такая легенда, что доктор Нибауэр, когда начал заниматься теннисом, его наказывали тем, что он делал большое количество топ-спинов. Вот. Там имитации, топ-сил, и в конце концов он так их не полюбил, говорит, да нужно чем-то другим играть, кроме этих топ-спин. Ну, интересная теория, думаю, она имеет место быть. Но почему именно из многочисленного ряда накладок доктора Нибауэр именно Explosion должен понравиться нашим зрителям? Ну, все течет, все меняется, и новые технологии позволяют уже, вот я считаю, что в этих накладках Explosion добиться очень хорошего контроля, сохранив при этом вот такой эффект неприятности, или как ты называешь это, гадость полета шара наполовину стола соперника. В принципе, ну, вспомни, ты только мы начали тестировать, да, ты 10 минут вращал, ошибок у тебя было больше, чем у меня. Да, я где-то ошибался, но ты ошибался больше. Разные мячи, плоская, траектории, поэтому... А в чем отличие между 2.2 и 1.2? Тут интересно то, что вот 2.2 дает чуть сильнее вращение. Соответственно, вот в толщине 2.2, ну, наверное, 2.0 можно подкрутить мяч, начать вращение, вот, ну, помимо, естественно, плоских ударов. 1.2 позволяет только плоско бить, но вращения не особо эффективны. Но, конечно же, тонкая губка, хороший контроль, и можно наносить вот эти сильные удары по завышенным мячам, сразу же контратаки. И удивительно, но эффект от 1.2 больше. Ну а почему Explosion? Мы смогли понять? Ну, ты знаешь, вероятно, не знаю, взрыв психики соперника.
Да, я думаю, подорванной психики не избежать у ваших соперников. Ну, я играл на одних соревнованиях и на тех. Один соперник отказался со мной играть, сказал, нет уж, спасибо, я хочу сохранить свои нервы. Да. Ну что, на этом все. С вами были Сергей Барановский. И Максим Черепнин. До новых встреч. Играйте, изучайте теннис. Увидимся. Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. В этом видео мы познакомимся с таким продуктом от фирмы Доктор Непара. Что такое? Такой продукт. Вот, они дают такой минимальный сцеп, но сочетание губки и вот этих насечек все-таки не дает прямо такое, то есть это не антисвит. Довольно непривычно летит от них эффект.